Привет, привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. На канале Practical Russian мы изучаем русский язык. Сегодня я расскажу вам, что я делала недавно вместо работы и с кем вместе я это делала. У меня для вас небольшая история. Сегодня мы будем изучать слова вместо вместе. К видео будет аудио и PDF файлы, ссылки на них внизу. Также у меня есть бесплатный файл, там 150 полезных фраз. Вы можете скачать этот файл, он бесплатный. Вы можете использовать все материалы, ссылки внизу. А сейчас, что я делала недавно вместо работы и с кем? Поехали. Ой, сейчас осень, еще хорошая погода на улице, но скоро будет холодно. Сейчас сентябрь. И недавно мы с сестрой поехали в магазины. Я редко езжу куда-то вместе с сестрой, иногда мы ездим вместе с сестрой в магазины. И мы поехали купить что-то на осень. Моя сестра хотела купить себе теплую куртку, я хотела купить себе теплый свитер и теплую обувь. И вместо работы я поехала с сестрой в магазины. Вместо того, чтобы сидеть дома и работать, я поехала тратить деньги. Моя сестра предложила мне поехать вместе в магазины, и я согласилась. Мы редко делаем что-то вместе. Мы сестры, но мы не ходим вместе в кафе, и мы не ездим вместе в отпуск. Я чаще делаю что-то вместе со своими друзьями. Мы ходим вместе с друзьями на концерты, мы вместе завтракаем иногда, мы ходим вместе в театры, мы ездили несколько раз вместе с друзьями в отпуск. Я чаще провожу время со своими друзьями, и мы делаем что-то вместе. Но с сестрой нет. В школе у меня была подруга, и мы тоже делали все вместе. Мы вместе сидели за одной партой. В школе стол — это парта. И за партой обычно сидят два человека. Мы вместе сидели за партой. После школы мы вместе делали домашнее задание, мы вместе гуляли, мы вместе мечтали о будущем. Но потом школа закончилась, и мы поступили в разные университеты. И на этом все закончилось. Так вот, в тот день мы вместе с сестрой ходили по магазинам, мы искали что-то теплое на осень. И вместо теплой обуви я купила себе рубашку, вместо теплой куртки моя сестра купила себе платье. В магазинах была распродажа, сейчас они распродают летние вещи, и поэтому в магазинах были хорошие скидки. И вместо теплых вещей мы купили себе летние вещи. Мы потратили там 2 часа. И, конечно, после этого я немного жалела об этом. Я не купила то, что я хотела, я купила то, что мне не нужно. Я могла бы работать, я потратила время и деньги. Вместо этого я могла бы работать. Как я сказала, я редко делаю что-то вместе с сестрой, поэтому я согласилась. Я провела время вместе со своей сестрой. Мы сейчас так много работаем. Вместо отпуска с семьей мы выбираем работу, мы работаем больше. Вместо того, чтобы вечером погулять с семьей, мы сидим на работе.
Вместо того, чтобы сделать что-то вместе с близкими, мы снова работаем. И, конечно, мы устаем. И вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, мы постоянно в стрессе. После работы, вместо того, чтобы приготовить вкусный ужин, мы покупаем готовую еду в супермаркете. В выходные, вместо того, чтобы позаниматься спортом, мы лежим и отдыхаем. Мы очень устали, мы всю неделю работали, и мы больше ничего не можем делать. Мы часто сейчас выбираем работу. Да? Может быть, мое время с сестрой не было ошибкой. Не все так страшно. Жизнь — это не только работа. Сейчас я хочу объяснить грамматику. Вместе с кем, с чем. Мы делаем что-то вместе с другим человеком. Или мы едим что-то с чем-то. Например, он ел арбуз вместе с хлебом. Он ел арбуз вместе с хлебом. Она забрала одеяло вместе с подушками. Она забрала одеяло вместе с подушками. Футболки все вместе лежат на кровати. Футболки все вместе лежат на кровати. Не клади в машинку красное вместе с белым. Не клади в машинку красное вместе с белым. Или кто-то вместе с кем-то. Они вместе смотрели фильм. Они вместе смотрели фильм. Вы поедете в отпуск вместе? Вы поедете в отпуск вместе? Он будет жить вместе с родителями. Он будет жить вместе с родителями. Мы пригласили его вместе с его новой девушкой. Мы пригласили его вместе с его новой девушкой. Вместо кого чего. Когда один человек заменяет другого человека. Или когда один предмет заменяет другой предмет. Например, утром я пью воду вместо кофе. Я не пью кофе, я пью воду. Я пью воду вместо кофе. Хорошо, другие примеры. Она будет работать вместо него. Она будет работать вместо него. На вечеринке будет Супермен вместо Бэтмена. На вечеринке будет Супермен вместо Бэтмена. Вместо школы они построили магазин. Вместо школы они построили магазин. Вместо того, чтобы жаловаться, нужно взять и сделать. Вместо того, чтобы жаловаться, нужно взять и сделать. Сегодня у меня для вас 4 вопроса. Вопрос номер 1. С кем вы работаете вместе уже много лет? С кем вы работаете вместе уже много лет? Вопрос номер 2. Вы занимаетесь спортом одни или вместе с кем-то? Вы занимаетесь спортом одни или вместе с кем-то? Вопрос номер 3. Что ненужного вы купили недавно вместо того, что хотели купить? Что ненужного вы купили недавно вместо того, что хотели купить? Вопрос номер 4. Что бы вы делали вместо работы? Что бы вы делали вместо работы? Если бы вы не работали, чем бы вы занимались? Если бы вы не работали, чем бы вы занимались? Хорошо.
Что вы пьете вместо кофе? С кем вместе вы любите отдыхать? Пишите в комментариях свои ответы. Сегодня мы изучали вместо вместе. Вы можете использовать транскрипцию и аудиофайл. Вы можете послушать аудио несколько раз. Вы можете прочитать транскрипцию несколько раз. Так вы лучше запомните новые слова и фразы. Внизу есть ссылка на мои подкасты, также ссылка на бесплатный файл. Вы можете скачать этот файл бесплатно. Там 150 полезных фраз. Зачем мне YouTube? Если вы не знаете, посмотрите это видео. Пока-пока.